Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад – срочная новость, которую вы скоро узнаете. То, что вас не оставит равнодушным. Вот давайте или равнодушный. Наш расклад подойдет одинаково, как для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. Ну и, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. У нас сегодня колода ангелов-хранителей. Вот какая внезапная новость или какое-то внезапное извещение. Ох, посмотрите, вот прямо в тему наш расклад, да, идет туз земли. Именно в этой колоде это и есть. Ну, это возможность к изобилию, процветанию, хочется сказать. И это самое главное, ваша ресурсность, да? Или это может быть как какой-то поворотный момент, который нельзя упустить. Да, он ведь тоже где-то говорит, посмотрите, нам изображен мальчик, именно ребенок. Это мы как в начале какого-то долгого пути. Это только не есть еще пока, да, как у нас все проблемы одним махом разрешились. Нет, это именно первые какие-то шаги. Нам потребуется и мужество, и, знаете, как принять какой-то альтернативный вариант. Очень символично, что у нас уже Уран в Близнецах, поэтому последующий период на долгое время будет для нас где-то сопряжен с неожиданностями, и от нас потребуется вот именно альтернативный взгляд на вещи. Поэтому тут про новость нам будут говорить. Итак, что же это для вас означает? Вначале мы выполним краткую сигнификацию, чтобы понимать, насколько расклад подходит, именно подходит вам, чтобы вы могли определиться. Итак, кому сегодня карты тайны будут открывать? В виде новостей. Кто к нам сегодня пришел на расклад? А вот к нам пришел человек, которому сейчас, с одной стороны, достаточно сложно. Вот обратите внимание, надеюсь, это видно, лицо девушки, она как будто так немножко смотрит, но скептически, в сторону. Сложив руки на груди, да, вот это такой своеобразный символ того, что мы не хотим кому-то открываться, мы кому-то не верим. Как будто какая-то партия проиграна, да, в шахматы, все. Ну, может быть, это, кстати, тут конкретно прописано, что мы понимаем, что мы допустили ошибку. Какую-то ошибку мы сделали. Мы не хотим этого признавать. Мы не хотим, может быть, в каком-то вопросе даже признавать наше поражение. Вот, кстати. Или то, что мы неправильно думали, мы неправильно с кем-то провзаимодействовали. Но вот что-то такое, что с одной стороны, может быть, и есть правда, какая-то именно наша правда. Возможно, по отношению к нам поступили все-таки пятерка мечей или пятерка воздуха, говорит о конфликте. Поэтому мог быть какой-то конфликт с конкретным человеком. Но, видимо, сейчас, раз всплывает этот вопрос, а у нас первый был туз земли или туз пентаклей, а вот есть возможность как-то альтернативно взаимодействовать с конкретным человеком, с которым, возможно, мы и не хотели бы даже взаимодействовать или планировали уже что-то завершить. Здесь может быть, как и с вашей стороны, какие-то действия, да, потому что карта ведь нам тоже говорит, ты тут особо не драматизируй, потому что то, что ты как создал какую-то себе проблему или думаешь, что вот не можешь ты что-то осуществить или договориться с кем-то, это именно драматизация идет какого-то пункта в твоей жизни, а на самом деле, ну, тут есть варианты что-то переиграть. Ну, давайте раскроем еще больше, а то можно застрять на одной карте очень надолго, что еще у вас. А вот и правда, вы сейчас на выборе, туда или сюда. Буквально, какую дорогу вы избираете, а в двух сторонах не пойдешь. Вот, кстати, теперь получается у нас немножко иная конфигурация. Может быть, и с вашей позиции. Вы думаете, я допустил или допустила, допустим, да, ошибку по отношению к мужчине какому-то. Может быть, это была какая-то история. Кстати, все у нас идут воздушные знаки, воздушные карты, ну или мечевые мы говорим. Это интеллект. Кто-то говорит, иногда пишет, ой, мечевые карты. Ну, мои дорогие, а каким образом обозначить еще интеллект? Это точно не кубки, это точно не пентакли, ну и уж никак не жезлы, да, когда активность, напор, огонь. Нет, тут холодное мышление. И тем не менее, у кого-то может быть конкретный человек,
Иногда мы говорим экс или бывший, да, по королю мечей. Но в этой колоде нам идет эксперт, респектабельный человек. Человек, который наделен сферой влияния какой-то. Или у него ресурсов на данный момент, ну, больше, чем у вас, может быть и так. Вполне вероятно, какая-то история, которая связана даже именно в данный момент, когда пытается вернуться в вашу жизнь какой-то человек. И, может быть, это прежде у вас были с ним отношения. Может быть, был какой-то союз, у кого-то была семья, у кого-то была дружба. Возможно, эта ситуация по работе перекладываете на себя. Возможно, и вы так вот тоже, да, интеллект, если мы говорим, продумываете. Ну да, я там была или был в чем-то неправ. Ну и человек-то тоже хорош, да? То есть вот есть тут что-то как будто 50/50. И вы сейчас обдумываете, а что вот от этого ожидать? Хорошо, если я соглашусь, то эта персона что принесет в мою жизнь? Вы явно что-то закончили, причем закончили, может быть, предыдущий период, или вынуждены были от чего-то отказаться, потому что, ну, ничего не развивалось. Вы могли испытывать усталость, какую-то апатию, разочарование очень глубокие. Или, может быть, это были те отношения, когда, ну, было как игра в одни ворота. А вот посмотрите, у кого-то, правда, была семья, которая, тем не менее, может быть, распалась. Я такое тоже не исключаю. Вполне вероятно, вот именно судьба, скорее всего, расклад подойдет для тех, кто уже был в какой-то сложной ситуации. Может быть, и межличностные все же кубки. Здесь нам говорят семья, любовь, радость. Поэтому какие-то взаимоотношения, которые прежде приносили и радость, и надежным казались союзом. Может быть, была и любовь, но по каким-то причинам, по крайней мере, в ближайшее время, словно завершились. Но вот сейчас как будто нужно что-то переиграть. Хорошо, что еще нам расскажут карты, что с вами сейчас на данный момент. Ох, карта мага. Конечно, великий практик. Где-то может символизировать ваше восприятие человека, да, вот как король мечей, точно маг, да. Вот иногда мы, если даже не привязываемся к картам, ну, со стороны, с позиции, точнее, астрологии, эта карта будет говорить действительно о человеке ресурсном, который имеет ресурсов больше, чем мы на данный момент. Может быть, и поэтому вам приходится альтернативный, кстати, вариант рассматривать, потому что, с одной стороны, ресурсы есть те, которыми вы не обладаете, а с другой стороны тот человек, который, в общем-то, готов манипулировать дальше. Ну, тут явно у нас пара, уже точно. Два, может быть, сложных человека. Два человека, которые имеют свои интересы. И пусть это даже история любви, но это значит два человека, которые ни одной любовью сыты, будем говорить. Это те, которые, ну, может быть, свои таланты хотят раскрыть. Может быть, и есть взаимодействие, но каждый немножко как бы сам по себе. И оба в любой момент словно отрезать могут. И в этом вы как будто зеркалите друг друга. И вот теперь тут действительно все то, что я сказала, и поэтому наш расклад подойдет вот буквально с первой карты, наверное. Вот туз пентаклей, который перевернулся, туз земли. Он говорит, да, эта карта. Мечтатель называется, нулевой аркан. И тут опять иницио. Начало, мои дорогие. Вроде бы мы что-то завершили, да, вот, а нет. Тут идет вопрос начала, доверия, ну и возможности, безусловно. Конечно, тут, видите как, в этой колоде, обратите внимание, не в каждой карте есть изображение ангела. И когда оно присутствует, и у нас здесь действительно ли человек может быть ресурсный, вы его, ну, может быть, вам и кажется, я его знаю от и до уже, со всеми нюансами, или ее, да, а все-таки появляется какая-то деталь, когда вы понимаете, что, ну, не так хорошо знаю. И, может быть, для вас, как человек, мы говорим отношения по судьбе или какая-то важная встреча, но, может быть, у кого-то партнерские отношения, бизнес, работа, да, взаимодействие какое-то. Да, человек сложный, но он и ресурсный. И мне нужно, хочу или нет, рассмотреть какое-то продолжение или найти с ним какой-то контакт. Так вот, когда ангелы, это значит, вам судьба возвращает какую-то возможность.
То есть вам сейчас в этом направлении, как высшие силы помогают. И об этом вам, кстати, это тоже своего рода новость, когда вам высшие силы хотят об этом сказать. Но есть еще очень много того, вот те карты, где нет ни крыльев, ни ангелов, здесь относительно, как будто стул с крыльями, да, то есть как лишат люди, то есть тут не все, возможность приходит, да, сама возможность, вот как от высших сил, но как люди договорятся, это уже от высших сил не зависит. Выбор делаем мы сами. Вот именно об этом тогда нам говорят, что ты сейчас, тут высшие силы ни при чем. Тут они будут тебе помогать какую-то красивую конфигурацию сложить. Но какое ты решение примешь, это сугубо твоя прерогатива. Но для вас, смотрите, как будто сила, да. И здесь я допускаю, что для кого-то из вас возврат отношений, даже в тех, когда была страстная любовь. И неважно, кто смотрит, мужчины или девочки. Потому что, ну, есть какая-то история, которая вроде бы завершилась, а теперь она начинается с новой силой. Что это еще? Вынуждена была прерваться, но мы продолжаем наше видео. Как-то так совпало, вот удивительно. Раздался звонок, на который я вынуждена была ответить, и одновременно прямо в эту же минуту погасла свеча. Ну, в итоге я заменила свечу. Понятно, мы с вами продолжаем. Но никакие знаки не бывают просто так. Ведь эта карта, пятерка жезлов, означает, и в принципе тут прописано конфликты. Карта конфликтов, карта несогласия. Я часто называю эту карту в любой колоде карта информационного хаоса или какой-то путаницы. Поэтому, вот, кстати, очень символично, что карта силы, тут ведь тоже так вот, да, 50 на 50. Почему? Лев. Прообраз нашего эго, есть такое значение. Куда мы применим эту силу? Во благо себе или будем настаивать на своем? Вот правда, вам придется с кем-то договариваться. Или у вас состоится, вполне вероятно, а может быть, это уже состоялось. Все-таки пятерка, да? С пятерки начали, пятеркой как будто завершаем нашу сигнификацию. Вполне вероятно, уже вы услышали. Или уже какой-то, ну, как, знаете, такой легкий намек или какой-то звоночек из прежней истории. И прежней истории, может быть, вашей личной жизни. Или как вашей судьбы, каких-то отношений. В общем, больше нас карты так как будто готовят к продолжению какой-то прежней темы, которая вам была хорошо знакома и которая, по сути дела, может быть, завершилась, а вы сейчас на распутье. Ну вот кому совпадает, да? Тут однозначная такая сигнификация, которую не перепутаешь. Поэтому смотрим дальше. Что же там за внезапная новость, которую вы скоро узнаете? То, что вас ну никак не оставит равнодушным. Ну, хотя уже даже по сигнификации это понятно, что тут не оставит равнодушным, уже начинается с каких-то эмоций. Но это внутреннее такое противоречие, оно присутствует. И правда, мы все люди, и если мы когда-то, допустим, поступали искренне от всей души, а в ответ мы что-то противоположное получили, ну, кому захочется еще раз находить эти самые грабли, правда? Ну, ладно, идем вперед. Что же там за срочная новость? Что за внезапность будет в вашей жизни? Выбор. Снова нам карты говорят. Туда или сюда. Направо или налево. Девятка воздуха, девятка мечей. Это карта искаженного восприятия. Более того, когда правда, если мы говорим отношения, работа, но все равно, если работа, значит, нашла коса на камень. Или когда вас как-то недолженствующим образом оценили. Или когда было что-то обещано, явно было обещано, мне так и хочется сказать, но не было это воспроизведено, это не состоялось, и после этого наступила пауза. А у вас внутреннего состояния или внутреннее состояние какого-то раздрая, правда? Может быть, знаете, много было волнений, много было ожиданий. Возможно, кто-то не спал ночами, всегда эта карта еще олицетворяет бессонницу. Но вот продолжает нам карта, что есть какой-то выбор,
И, может быть, с этим будет как раз выбором связана новость или внезапность, которая кого-то из вас, все-таки мы смотрим на будущее, заставит где-то, может быть, и не спать ночами, вот буквально так. А возможно, все-таки взять себя в руки и вот смотрите, и вот так вот продумать очень холодно, отстраненно, без эмоций. Поэтому к этому будьте готовы. Правда, выбор. Двойка воздуха и двойка земли. Вам как будто предстоит вот пройти вот по этой тоненькой жердочке, держа баланс, потому что есть именно ваши интересы. Ваша какая-то личная, может быть, взаимосвязь с кем-либо или с чем-либо. И карта нам отчасти говорит, не относись к чему-то слишком серьезно. Как будто попробуй, да? Нам изображена девочка. Опять же, крыльев нет, вот обратите внимание. Нигде пока в этом ряду не присутствуют крылья. Поэтому этот выбор делаете вы сами. Вполне вероятно, если эта новость уже или ну что-то вы, как может быть, и прежде завершили, а вот теперь, может быть, начинаете заново, да, или рассматриваете какие-то прежние варианты. Я ведь тоже от этого не отхожу. Поэтому вы сейчас делаете первые робкие шаги, и тогда все карты нам говорят. Но вот когда мы, как в детстве, да, играем, вспомните себя в детстве, вспомните себя в молодости, да, ну в зависимости от возраста. Ведь вот это любопытство к жизни, которое очень свойственно именно в ранние годы, оно нам помогает преодолевать то, что когда мы к чему-то привыкли, или когда вот эти табу на нас начинают давить уже с возрастом, с опытом, и мы боимся рисковать. Причем самым простом. Всего лишь пройти, да, получится, не получится. Но вот когда мы, словно играя что-то, а вся наша жизнь игра, что-то пробуем, тогда мы обязательно, вот словно эта девочка, пытается дойти до бабочки. То есть мы допускаем, может и не получится, но попробовать стоит всегда. Задача в том и еще одна четверка. 2 двойки и 2 четверки. Ну вот не хочется что-то пробовать. Ну вот не лежит душа. Ну вот даже оборачиваться как будто не хочется, а тем не менее кубок с крыльями. Это правда. Ну, наверное, как где-то там на небесах или в небесной канцелярии нам, может быть, судьба пытается повторить какую-то историю. А может быть, это какой-то новый шанс. Вот как вы примените силу. И, понимаете, тут ведь самое главное не подзастрять где-то, да, в наших предубеждениях, рассмотреть какой-то альтернативный вариант. Может быть, и не замечтаться, я такое тоже не исключаю. Но как будто лучше один раз попробовать, чем 1000 раз через бессонные ночи создавать для себя, ну, в уме какие-то метаморфозы. Будут они, не будут, это еще дело 10-е. Ладно, идем дальше. Срочная новость, которую вы скоро узнаете. Что же вы скоро узнаете? С чем это будет связано или с кем? Что вы получите? Королева жезлов. Это карта достаточно сильного человека, решительного и умного. Возможно, вы получите какую-то новость от конкретного человека. И я бы сказала так, этот человек или какое-то предложение вам поступит. Я не исключаю, что у кого-то будет интерес такой, знаете, как двоякий. Кстати, ваш адрес, это может быть интерес для кого-то, по крайней мере, чисто любовный, правда. Потому что иногда эта карта олицетворяет притяжение. Но тогда для вас это будет интерес материальный. То есть противоположные какие-то интересы, мои дорогие, складываются. И, возможно, с учетом рыцаря земли, или это у нас как рыцарь пентаклей, вам придется что-то организовать это иначе. И еще смотрим срочная новость, которую вы узнаете. Ну вот, наверное, приготовьтесь к тому, что начинается с новости, предложения. Или, знаете, такое что-то в полунамеке. Вот я такое могу предположить. Что, скорее всего, вы таки захотите продолжить. И после этого последует какой-то момент, когда
Вы себе скажете спасибо. Все же у нас карта колесница, и это сила желания. Вот, может быть, вы когда-то отправили словно в пространство свое желание. И теперь вам пространство, Вселенная, высшие силы откликается, что-то возвращают, как сам по себе шанс. Но этот шанс, он совсем не выглядит так, как вы предполагали. Тем не менее, это карта победы. Виктория. Это карта, когда нам буквально ангел в колеснице. Поэтому для кого-то из вас перемены. Возможно, это такая история будет, или она сопряжена с тем, что когда вы услышите эту новость, вокруг вас обстоятельства будут складываться таким образом, что вас подталкивают именно на что-то согласиться или рассмотреть этот вариант, но ни в коем случае не отказаться. Может быть, у вас сложится даже такая конфигурация обстоятельств, когда, правда, вы себе можете сказать спасибо, что вы когда-то на это решились. Сама по себе карта неожиданности, скорости и перемен, поэтому какая-то новость, которая связана с переменами. Но вот карты всегда, я говорю, живут своей жизнью. И все же дважды, трижды повторюсь о том, что нельзя от чего-то отказаться, потому что снова выпадает карта силы. И стало быть, карта силы будет свидетельствовать о том, что здесь есть какой-то такой тонкий компонент договоренности, да, баланса. Ведь вот этот лев подчиняется прекрасной деве, он не чувствует агрессии. Может быть, мои дорогие, вот где-то как подсказки высших сил вам говорят, даже если у тебя там океан страстей бушует внутри, а ты сталкиваешься с каким-то альтернативным именно вариантом, когда тебе нужно такое сложное, непростое решение принимать, то тогда ты все-таки рассмотри что-то. Где-то погаси этот океан страстей в глубине себя. По крайней мере, может быть, будь гибче, будь хитрее, в конце концов. По крайней мере, не должно исходить агрессии. Посмотрите, ведь это 2 старших аркана. Поэтому буквально ангелы, как будто создастся у тебя такая история или ситуация, или обстоятельства, или стечение обстоятельств, когда тут и скорость будет, и новость будет, и возможность будет. Срочная новость, которую вы скоро узнаете. Вот я ведь уже сказала, правда, что есть смысл что-то рассматривать. Или есть смысл себя, сдержать. Потому что вы потом себе скажете спасибо. Точно скажете спасибо. Потому что выпадает, вот так складывается, карта трансформации башня. И в этой колоде, посмотрите, ангел как будто берет за руку человека и выводит из этой башни, которая через несколько мгновений от удара молнии будет разрушена. И карта башни символизирует структуру, какой-то установившийся порядок или какую-то установившуюся организацию. И по этой карте, то есть сама по себе, трансформация происходит и перемены. Но ведь это освобождение. Но 3 старших аркана с 3 ангелами. Это вам хотят сказать высшие силы, что ты действительно себя поблагодаришь, что, может быть, безапелляционно что-то не разрушил. Или что ты сумел что-то вернуть, восстановить. Или то, что ты сумел найти какую-то, такую сложную, тонкую конфигурацию в спорном вопросе, но при этом, как-то не настаивал вот на своем с точкой на 100%, а был мудрее и гибче. Вот я больше вижу именно так. Что же там еще за внезапности, с чем это будет сопряжено? То, что вас не оставит равнодушным. Или кто вас не оставит равнодушным? Может быть и так. А вот смотрите, продолжают у нас старшие арканы, и это аркан звезда. Звезда – это выбор правильного направления лет на 10-20. Так далеко мы не забегаем, но все же у кого-то это будет вопрос, не оставит равнодушным, потому что присоединяется расстояние. Возможно, вы на долгий срок делаете выбор сейчас, или вам высшие силы хотят сказать, что вы можете что-то как попробовать или себя уговорить, а может быть и нужно где-то, вот именно этот первый шаг обязательно совершить, потому что большое видится на расстоянии. Именно потом ты будешь видеть, сейчас, может быть, еще пока нет, потому что много сложных мыслей. Такой сложный выбор, 2 двойки, какой-то баланс.
и одновременно у нас идет две четверки. Мы знаем, четверка это, ну, оно вот прямо сейчас пока не меняется. Вот прямо сейчас сказать, что ну все, вот уже какой-то зеленый свет и широкое шоссе. Нет, конечно, по этим картам я не могу. Но вот это вот скоро как раз, срочно, внезапно, когда может быть еще какой-то момент, ну, нашего топтания на месте, с учетом или продумывания, с учетом рыцаря Пентаклей или земли и королевы жезлов. Огонь внутри есть, да, но в действиях это пока, ну, не выражается как сама по себе скорость. И потом наступает какой-то момент X, когда вы точно видите, зачем все это было нужно. И 17-й аркан звезда как раз может говорить о новых формах сотрудничества, все-таки это вдохновение. Возможно, у кого-то, я говорила, да, здесь может быть совершенно противоположные интересы, противоположные где-то двойки об этом тоже говорят. Может быть, ваш адрес это одного рода интерес, а у вас будет несколько другой. Но это, знаете, как единство, ну, может быть, и борьба противоположностей. Когда люди притягивают друг друга или какие-то ситуации, но они, ну, не назовешь, что это полная гармония. А тем не менее, это те союзы, которые могут продолжаться очень долго. Ну вот, похоже, нам карты говорят о том, что, посмотрите, 5-й старший аркан, колесо фортуны. Сама по себе фортуна, прогресс, перемены. Но это, наверное, как с Ураном в Близнецах. И я должна сказать, правда, ведь Уран в Близнецах – это коммуникация в первую очередь. Ну и не только, конечно, но мы с вами рассматриваем именно новость, и поэтому здесь коммуникация в любом формате, будь то от новостей, будь то от каких-то посланий, которые интуитивно приходят, или когда вы получаете какую-то важную бумагу, или для вас так складываются обстоятельства, когда у Эврика у нас как пазл какой-то в голове складывается, так тоже, и причем мы об этом раньше могли не думать. Здесь 10 ангелочков, мои дорогие, и перемены. Но тут как будто 10 маленьких ангелов ратуют за то, чтобы в вашей жизни эти добрые перемены произошли. И это, кстати, карта скорости. У вас уже скорость показана, а по 16-му аркану успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вот, кстати, я об этом не сказала, но вот так пару слов. Физика мы говорим, да? Эффект бабочки. Есть у нас песочные часы и есть у нас бабочка. Это как от крыльев бабочки, от взмаха крыльев, может быть на другом конце континента. Происходят какие-то вибрации волновые в пространстве, которые постепенно, преодолевая расстояние, оказывают влияние на другого даже человека или на какие-то события для тех, кто находится совершенно на другом конце континента, а может быть вообще на другом конце другого континента земного шара. Поэтому вот эта история, да, когда начинается с чего-то одного, да, почему вот тут нельзя застрять в одном моменте видения, а именно нужно для себя предположить, что начинается это пока так. А тут ведь будут еще и в вашей жизни какие-то перемены, все карты об этом, потому что когда старшие арканы, где-то тут мы не можем ничего рассчитать, примите это к сведению. Это тоже для вас, как послание высших сил, тоже своего рода новость. И я говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И мы никогда не знаем, запрыгивая в этот вагон, а что же мы там увидим, когда запрыгнем? Но мы уже как будто отправились. Но потом вы себе действительно скажете спасибо. Что или кто вас не оставит равнодушным? И еще один старший аркан – баланс, мои дорогие. Пусть не в этой колоде, иногда карта умеренности, да, но здесь это называется баланс. Баланс, и это будет говорить о том, что да, правда, придется искать компромисс в какой-то ситуации, которая вам, опять же, не совсем нравится. Пусть не в этой колоде, в другой, но иногда это тот момент, когда мы оказываемся в патовой ситуации. Это тот пункт, когда мы понимаем, что именно вот сейчас нам нужно действовать как-то иначе. Нам нужно,
может быть, внутри самих себя, сломать какой-то шаблон, поступить так, как мы никогда не поступали. Может быть, мы думали об этом, мы предполагали, но одно дело это на уровне разного рода рассуждений, а другое дело тут у вас, знаете, учит нас как будто Вселенная доверять себе. Потому что, да, вам придется действовать или совершить какой-то поступок, который вы даже сами от себя не ждете. И это будет как единственным решением. Тут как будто придется, знаете, несколько корректировать собственные настройки и себя контролировать, и быть готовым к компромиссу, и изменить свои планы. Будьте к этому готовы, потому что по этой карте идет Его Величество случай. И у вас, посмотрите, приготовьтесь, может быть, к тому, вот кто знает. Мы ведь не обозначили время, хотя кто-то из вас мог для нашего расклада загадать вот конкретный какой-то свой срок. А если взять и переложить, причем каждый старший аркан никогда не проигрывается в один день. Чаще это до 3 недель. И если так ориентировочно взять, около месяца, да, тогда у нас 6 старших арканов. Как будто вам подсказывают траекторию, может быть, на последующие полгода, с чем вы можете столкнуться. Как и поездка, переезд, какие-то внезапные срочные перемены, которые потребуют вот этой силы. И вы, кстати, всегда ресурсны по этой карте, когда вы действительно можете что-то осуществить. Но это будет на грани трансформации вас самих, вашей личности, вашей судьбы. Но это откроет перспективы на долгий период времени. Более того, когда мы, может быть, готовы к этому компромиссу, когда мы верим в собственные силы, безусловно, но и по этой карте идет удовлетворение, исполнение мечты. Тогда для вас фортуна открывает новые двери. И следом тут не есть, опять же, какая-то гладкая траектория, а здесь уже у вас еще и после этого, может быть, даже в конце полугодия, да, вот отсчитайте от того момента, когда вы открыли это видео. Скорее всего, по карте эквилибрио, баланс, вам придется себя уговорить еще на что-то. Рассмотреть еще какой-то компромисс, мои дорогие. Что же за новость, которая вас не оставит равнодушным? Вообще какая-то фантастика. Вот так редко бывает в моих раскладах, особенно эта колода, я к ней особо внимательна, потому что именно ангелов-хранителей, так она и называется. Не просто ангелов, а именно хранителей. И посмотрите, аркан влюбленные. Конечно, мы знаем, карта выбора. Но ведь все-таки нам показывают двое людей. И я говорила, двое разных людей. Или, может быть, разные сферы интересов. У вас в одном чем-то, а у противоположного человека, оппонента, партнера, бывшего партнера, может быть, какая-то прежняя история по работе. Тут что-то свое. И это сложить в красивый узор у вас получится. Но это от вас потребует какого-то важного решения и, опять же, выбора. Хотя это будет сопряжено сильными эмоциями. Будьте к этому готовы. Тут точно равнодушным не оставит. А может быть, это история любви. Что или кто вас не оставит равнодушным? Победа. Карта победителя. Наверное, было бы неправильно и еще дальше тянуть, мои дорогие карты, правда? Вот именно, что вас не оставит равнодушным. Такое редко бывает. Вы посмотрите, 8 старших арканов. И завершает карта успеха. Карта самой по себе победы. Когда, вы знаете, вот это чувство самодостаточности, которое, может быть, такое проходит не простой период, да, когда мы, может быть, и где-то учимся признавать ошибки, не костерить себя 1000 раз за то, что мы в чем-то ошиблись или в ком-то, а вот именно быть гибче. Тогда, может быть, и побед будет больше, мои дорогие. И здесь эта карта, как будто здесь нам человек показан, да, более чем доволен собой, победитель. Более того, эта карта всегда говорит, тебе придется это еще и сохранять. Но ведь это совершенно другое качество жизни. А тем не менее, жезл, как будто 5
Вот эти все пятерки, да, или вот какая-то кутерьма, это вот не здесь, а у нас в сигнификации, да, были пятерки. Началось с пятерки, закончилось пятеркой. Вот тот внутренний раздрай, о котором я говорила сейчас, вот это как будто все повержено. Это уже лежит спокойно, утихомирилось, можно сказать так, да. И только один жезл, как вершина. И 6 по нумерологии всегда победа. От 1 до 6 числа нам показывают. Единица – это первый шаг, ну далее по нарастающей. И вот в преддверии, может быть, да, мы говорим пятерки, вроде бы 6 победа, да, а вам выпадали пятерки. Вы знаете, мои дорогие, не отказаться от чего-то за 5 минут до победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, и ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.